Мои дорогие, здравствуйте! Будет ли встреча? Как пройдет эта встреча? И что принесет в итоге встреча с этим человеком? Готов ли он к встрече? Готовы ли вы к этой встрече? Хочет ли он этой встречи? Хотите ли вы ее? Посмотрим все это сегодня. А сейчас пока я тасую колоду. Представьте вашего человека. Временно, только на время этого расклада. Я тасую колоду и благодарю вас. Благодарю за то, что вы есть, за все ваши лайки, за комментарии, за то, что, смотря данные расклады, вы принимаете в свою жизнь только самое лучшее. За то, что донируете этот канал и восхищенно пишете мне даже в личку: девчонки, что могу, то читаю, то, как проигрывается у вас действительно самое лучшее. Хорошо, смотрим, у нас встреча намечается, будет или нет. Данное видео заряжаю на то, чтобы встреча случилась как можно скорее с этим человеком. Подумайте о нем. Вы знаете, я даже зажгу свечку. Есть. Поехали. Мне не очень удобно, когда здесь свеча. Будем здесь держать ее. Пускай рядышком стоит. Так. Итак, смотрим. Заряжаем данное видео на встречу с тем человеком, о котором вы думаете. Так, давайте посмотрим, хочет ли вообще этот человек вашей встречи. Хочет ли он вашей встречи? Хотите ли вы встречи? Ой, там конфликты. А вы? А вы ждете его? Вы реально ждете его? Для вас этот человек король жезлов. Вы хотите его попробовать, потрогать. Здесь тоже жезлы, но тут конфликт. Тут некий конфликт такой внутренний. Ему что-то не дает вообще думать о том, что эта встреча, ну как, может случиться. Но встречу, интересно, хотел бы, но конфликты какие-то мешают. Дно колоды говорит о том, что это как раз и есть, да, встреча, когда человек проявляется. Он хотел бы проявиться, но пока это вот глубоко в подсознании. Тут что-то ему мешает. Давайте посмотрим теперь на всю ситуацию. Так, это мы заряжаем. На всю ситуацию. Будет ли встреча? Смотрим, будет ли встреча. Будет ли встреча с загаданным человеком. Посмотрим на итог. Итак, что волнует нас сейчас? Что влияет на это? Что сейчас? Я выложу и будем смотреть, что растет. Все смотрим на то, что будет ли встреча, да? Что растет, что убывает. Угу. Что скрыто в данной ситуации? Так, ну, скрыто или не скрыто, здесь скрыто, конечно же, прежде расстояние, ментальное либо физическое, и вы немножко так, как холодна для него. Так, хорошо. Что скрыто, что явно? Так, хорошо. Куда идет все это?
ожидание все-таки и итог. Угу. Так. Хорошо, смотрим тогда, что волнует и что влияет. Волнует ситуация, которую нужно немедленно победить. Это ситуация, которая сейчас назрела, и вы хотели бы как-то прийти к большей стабильности. Именно в данном случае ваше желание именно таково. Каким-то образом победить эту ситуацию. То есть вы желаете этой встречи, вы хотите ее. Для вас человека нужно узнать больше. Вы хотели бы узнать реально о нем больше. Ну, тут проигрывается больше физический, телесный контакт. То есть вам именно этого хотелось бы. Посмотреть, насколько, если вы еще не видели человека, то посмотреть его вживую. Да? Если вы уже знаете давно этого человека и хотите с ним еще раз встретиться, то вы желаете именно физического контакта с этим человеком. Что волнует, что влияет? Влияет некая ситуация с домом, стабильностью. Что нам хотят сказать? Справедливость. Так, смотрите, что на это влияет. Влияет ситуация, когда человек хочет все-таки проявиться, а тут с его стороны идет эта информация. Он встречу желает. Конфликт почему возник? Потому что он еще не есть победитель. Победитель какой-то ситуации. Он еще не крепко стоит на ногах для того, чтобы проявляться к вам навстречу. Он поэтому и говорит, несправедливо будет в таком виде проявиться. Поэтому и идет на какие-то странные уловки, какие-то увиливания, как-то странное общение. Вам вообще кажется, что он как-то очень странно себя ведет. Вот реально может какой-то неадекват проигрываться, как вам кажется. Нет, это нормальный человек, который просто что-то вам не договаривает. А не договаривает, потому что здесь, вот смотрите, здесь работа. Он хочет встать на ноги и проявляться в вашу сторону уже победителем. А что еще мешает тебе? Ну да, тут он пока говорит, отвечает нам на вопрос. Подождите, что мешает? Мешает вот то, что сказал, то, что и мешает по поводу работы, по поводу того, что я еще не крепко стою на ногах по отношению к этой женщине, да, чтобы на встрече показать, вот какой я герой, вот какой я победитель. Здесь он говорит о том, что поэтому и манипулируют. То проявляется как король кубков. Посмотри, я такой хороший, классный, я вот кубок несу тебе, сообщение с добрым утром или еще там что-то. Либо, может он и, понимаете как, ну я даже не знаю, может это звонки, что-то такое есть. Но здесь может и вообще отсутствовать, потому что четверка мечей об этом говорит. Это очень редкие какие-то проявления, тут полная стагнация. Полное затихание, такое замирание. Не умирание, а замирание отношений, общения как такового. Так, хорошо. Здесь мы рассмотрели, что сейчас эта ситуация. Будем вот так выкладывать. Ситуация сейчас. Сейчас здесь идет страх, переживание, чувство вины. То есть тут человек вот действительно чувствует за собой некую такую вину, что он не может справиться сейчас с обстоятельствами, он не может пока стать вот этим победителем, да, по жизни, он не может организовать свою стабильность. Что он еще вам может дать, понимаете? Что у нас тут за страхи сейчас, посмотрим. Так, очень длинная колода, и она мне для ручек велика. Ну, она шикарная, девочки. Вот те, которые пишут, я сейчас маленькое отступление, что за страшная колода, не могли бы вы выбрать что-нибудь поприятнее? Вот я видела такой комментарий, девчонки, это очень интуитивная колода, мне она очень сразу приглянулась. Я знаю, что многим эта колода откликается. И хочу сказать, она очень интуитивная и довольно нежная. Довольно нежная. Да, тут какие-то странные существа, но они мне уже не кажутся странными. Просто привыкнув к... Да нечего привыкать. Они настолько говорящие, каждое это существо, настолько говорящее, настолько нежно говорит эта колода. Я себе не представляю просто уже без этой колоды, как бы я могла справиться.
Ну, справиться можно, конечно, но тут интереснее, ярче. Очень классно. Каждую колоду я люблю, и каждая как-то по-своему говорит. Ну, а это говорит еще и вот по-разному. Еще и по-разному. Так, смотрите, страх в чем? Вина, то, что здесь, во-первых, расстояние. Однозначно, здесь к вам нужно лететь, ехать. Ну, хотя бы одну остановочку так точно. Может, конечно, и лестничную площадку перейти для него расстояние. Может быть. Либо в другую комнату зайти. Будет ли встреча. Вот. Ладно, смех смехом. Давайте дальше. Мы смотрим на то, что действительно человека пугает что-то. А пугает что? Расстояние. Ему далеко. Вы для него далеко. И это его пугает. Эх, парень, где твой победоносный клич? Я ее завоюю. Справедливость. Сейчас посмотрим, что ж там пугает. Ну, если бы были немножко рядышком, немножко ближе, ну, было бы проще. А так как расстояние, а вы еще маните, как звезда его, и это он скрывает от вас, то ему и страшно. А так бы уже взял и в кафе пригласил. Тут вот как бы эта причина очень сильная. Для него это сильная причина. Знаете, это была бы не причина, если бы была серьезная любовь, серьезные отношения какие-то, прям очень стойкие, да, то мужчина преодолевает все преграды. Но для него это преграда. Для него это причина справедливо остановить отношения. Вот такой вот страх. Так, попробуем стоя эту колоду вот так тасовать большую. Посмотрим теперь, что у нас, что тут растет. Смотрите, что растет и что убывает. Тяжесть в этих отношениях убывает. Немножко легче становится ситуация. Уже можно рассмотреть путь, сбросив, отодвинув эти жезлы. Да? Какие-то чужие обезьяны с его плеч уже спрыгивают. Да? И человечек уже понимает, что путь расчищается, дорога открывается, тяжесть снимается с его плеч. Ну, давайте посмотрим тогда. Что растет? Что растет? Растет? Союз растет. Приближение друг к дружке. Растет взаимопонимание. Что растет? Опять справедливость карты. Без нее никак сегодня. Что растет? Действительно растет. Тройка жезлов. Это рост, это движение, начало движения. Первый шаг. Вот первый шаг. 1000 миль начинается именно с тройки жезлов, да, с первого шага. Но он, знаете как, он же еще не знает, какая вы сейчас, либо вообще не знает, какая вы, потому что он рисует какой-то портрет ваш, но он пока не понимает, вы ли это. Он сам себе вас нарисовал, ваш образ, но еще в такой недоумении. Кто она такая? Кто она такая? Намудрил там о вас, наверное, целую картинку нарисовал, но четкое ваше, какая вы сейчас, вот представления абсолютно не имеет. Какая-то восторжествует какая-то справедливость. Вот растет, вот это все растет в этой ситуации. Это все то, что ведет именно к встрече. Что растет? Ну, смотрите. Тут просто вам уже ответили, что встреча будет. Вот растет именно как раз осознание того, что она необходима, эта встреча. Да, сейчас какой-то конфликт такой внутренний, непонятно, стабилен, я нестабилен, как-то страшно с этим расстоянием, никогда никуда за женщиной не бежал, а тут она еще так далеко и нужно ехать. Да? Я ездил по своим делам, я колесил по миру, но далеко за женщиной не ехал. Ну, теперь-то надо, теперь нужно брать судьбу в свои руки. Несмотря на какую-то разницу между вами, от ментальной, психологической, физической, какой там еще разницы, материальной, от любой разницы, несмотря на это, я все равно хочу и знаю, что нужно проявляться. Я хочу проявляться, говорит он, я очень этого хочу, хочет мое сердце. Вот это растет. Растет осознание того, что судьба все-таки вас свела не просто так. Это был поступок справедливый со стороны высших сил.
И пора бы уже ваш портрет рисовать вживую. Так он говорит. Так он говорит. Что мы дальше смотрим? Что скрыто? Скрыто ваш образ, скрыт от него. Вы слишком далеки, чтобы вас рассмотреть. Вы слишком далеки, чтобы вас ощутить, узнать поближе, поподробнее. Вы немножечко как-то так софт, да, замылено в его сознании. Не понимает он, как вы выглядите на самом деле. Не знает. Хотел бы прикоснуться к вам, дотронуться до вас и ощутить вашу близость, приблизить вас как-то. Вы слишком далека для него и холодна, кажетесь. Что скрыто в этих отношениях еще? Границы все-таки мешают ему, вот этому рыцарю мечей, прорваться. Посмотрите, он бы устроил вам такой спектакль. Скрыто то, что здесь, возможно, я бы хотела узнать подробнее, что это такое. Сейчас скажу, что скрыто. По сути, нам рассказали встречу, но на встрече здесь может быть такой момент, что человек как-то вас увидит по-другому. Здесь будет какая-то полная трансформация, полное измененное состояние. Еще. Скрыто что здесь скрыто? Тройка мечей. Ему это прям сердце разрывает, смотрите. Ага. Так, здесь вот во время встречи что-то такое вот нам говорят о том, что кто-то будет недоволен, кому-то прям сердце разобьют. А почему? Тут какое-то предложение поступит, именно сердце разбитое от предложения. Что-то не для вам не понравится, что ли, да? Но это его напор. Будет его напор. Он как будто бы пробивает какие-то границы, устраивая прям какой-то спектакль, знаете, разыгрывая пьесу. А вы берете время на подумать, вам нужны, знаете, такие изменения, но не по рыцарю мечей, когда вот тут и сейчас решать. Нет, вам нужно подумать. Вы берете отшельника, по отшельнику вы немножечко подумать захотите, взвесить все, оценить, потому что у вас какие-то вот разбитые чувства. Я вижу, вам не понравится его предложение. Я хочу посмотреть, что это за предложение. Что это за предложение? Что это? Колесница. Исполнение желаний. Так, смотрите, нет. Не исполнение желаний. Вы желали что-то, но не до конца прописали, как говорится, само желание. Или же желание исполнится, но не в том виде, в котором вы хотели. Это исполнение желаний, но не в том виде, в котором вы хотели. Возможно, переезд в другую страну, но не в ту, которую вы хотели. Возможно, движение в какую-то сторону и ваш рост, но не тот, который вы хотели. Но здесь прям вот эти две карты, они говорят об исполнении, действительно быстром исполнении желаний. Здесь не как стоп, нет. Здесь идет именно то, что вы не хотели. Вы возьмете время на подумать, что это может быть за желание. Ну, на подумать вам сказали, да. Принять решение какое-то вам нужно будет. Прям вот здесь и сейчас королева пентаклей. Дьявол. Что же это будет на встрече такое интересное? Ну, смотрите, между дьяволом и Богом. Опять этот человек стоит на границу какую-то поставит. Вы разграничите дьявола и Бога. Смотрите, но у вас получится. Вам говорят, что не беспокойтесь. У вас получится. Предложение, которое принесет этот человек в вашу сторону, вы
вы четко поставите перед ним как-то какой-то разговор у вас будет, вы его поставите перед фактом, что я понимаю, о чем ты говоришь, вы разделите зерна от плевел и скажете, что на это я согласна, а на это не согласна. Я очень на это надеюсь, девочки, что так и будет. Ну вот, в общем, посмотрите, скажите, как у вас проиграется, может, захотите вернуться, когда это проиграется, либо уже у кого-то проигралось, потому что по-разному идет временная такая шкала у разных девочек. Напишите, как у вас это проигрывается. Ну или если хотите, не поленитесь, вернитесь, когда проиграется к этому видео, напишите комментарий. С удовольствием послушаем. Вот так вот. Какое-то предложение, которое поставит вас изначально не то что в тупик, а вы возьмете время на подумать и правильно сделаете. На подумать, на посоветоваться, возможно, сама с собой, потому что отшельник — это совет сама с собой. Или же получить какую-то помощь, ну, не знаю, от самого мудрого, как вам кажется, человека в вашем окружении. Но опять же, прислушивайтесь, даже получая совет от мудрого человека, прислушивайтесь прежде всего к душе. Мудрее, чем ваша душа. Для вас ничего, никого нет. Так, и что у нас явно? А явно у нас королева мечей. Это некая женщина, которая как-то относится к этому мужчине. Кто она такая? Что она делает в его жизни? Девочки, признавайтесь, что вы мне тут подкинули? Что за женщина? Что это такое явно? Угу. Но здесь нам уже этот триплет говорит о том, что, объясняя вот королеву мечей, это то, что задерживает сейчас его в движении. Ну, некая женщина, которая задерживает его в движении к вам. Это то, где он несет какую-то ответственность перед ней. По иерофанту это может быть как он, как муж, бывший муж, потому что тут королева мечей, тут вполне возможно. Возможно, здесь связывают их дети общие, возможно, он как ребенок, да, может быть, и мать у него под его покровительством, да, потому что здесь по иерофанту это какой-то долг, он такой, у него есть колесо фортуны. Императрица выходит. А императрица здесь кто? Здесь две женщины. Королева мечей и императрица. Он хочет к своей императрице, мои девочки. Это вы? Кто такая императрица? А вот император. Но он безресурсный император, он отшельник-император, понимаете, как без своей императрицы по судьбе он отшельник. Он не может, он сейчас пытается как-то баланс удержать, до императрицы еще шагать и шагать, еще там непонятно сколько. Вот поэтому вот эта ситуация и возникает, его как за шкирку держит, да, некая ситуация. Тут может работа, там, не знаю, проигрываться даже так. То есть некое третье лицо, третья ситуация, которая вмешивается в ваши отношения, здесь есть. Это явно, это явно. Это явно. Вот, вам говорят, что смотрите, ну, можете как-то поизучать больше, подробнее этот момент и для себя уяснить. Это, например, когда человек выходит на контакт, просто задать какие-то вопросы можно ему лично. Прямые вопросы, да, вплоть до того, что то, что вас интересует, короче, знаете. Некоторые девушки даже не спрашивают, там, женат или не женат, а потом через полгода узнают, что он женат, у него дети. Вот, поэтому, будьте осторожны, всегда нужно изучать. Включайте пажа мечей тогда, когда нужно. Так, хорошо. Куда все идет? К ожиданию. И что в итог? Итог здесь, знаете, какая-то запутанная ситуация все-таки идет. Итог, когда
Ну вот вы сами как-то, да, вот понимаете, что есть вы, которая можете решить какую-то проблему, вот именно ту, которую можете решить, да, и больше других не беретесь решать. Поэтому смотрите, если у вас здесь как ожидание, и вы на это не можете повлиять, не влияйте на эту ситуацию. Вот, потому что здесь идет ожидание. Ожидание, что нам хотят сказать, королева кубков, император, иерофант. Угу. Ожидание. Ну, смотрите, все равно идет речь о том, что здесь то, что растет, так и будет у нас. Так нам и отвечают. Увеличивается что? Ваш союз крепнет. То есть тут говорят, не сомневайтесь, даже если присутствует момент ожидания и необходимо как-то заняться чем-то другим, то по сути тут говорят, что человек нацелен в эти отношения нормально так вкладываться, потому что иерофант, император и королева кубков, то есть ради вас, ради той женщины, которую он будет любить, либо любит уже сейчас. Но сейчас ситуация не позволяет именно сделать это здесь и сейчас. Должно пройти какое-то время. Должно пройти время, и без этого никак. За это время вам говорят не ждать ни в коем случае, просто так, сложа руки. Потому что это не приведет к движению, к вашему росту. Вы просто заблокируете свой рост, свое развитие. Просто тупо сидеть и ждать не нужно. А что же тогда нужно делать? Отказаться и двигаться в своем направлении. Посмотрите, как четко вам сказали. Отказаться. Отмахнитесь пока от той ситуации, на которую не можете повлиять особо. Не нужно. У меня иногда идет вот поток, я абсолютно не понимаю, что говорю, но идет поток, когда слушаю, в итоге складывается все-таки картинка. Здесь же нам хотят так и сказать, что в данной ситуации вы повлиять не можете. Не влияете, значит. Отмахнитесь от этой ситуации, стройте свою стабильность. А ваша стабильность начинается с того, когда вы понимаете, что кроме вас вашу жизнь никто не строит. Здесь солнышко – это вы, солнце, которое может повлиять на себя. И тогда, когда вы влияете на свою жизнь, меняете что-то в своей жизни, меняется окружающая ситуация, вообще в корне меняется. И ускоряются события тогда. А человек и так к вам прибежит. Посмотрите, у него дьявол будет над ним висеть и говорить, да приди ты уже к ней, да давай уже, давай. Я хочу, чтобы вы соединились. Ой, если бы это только был... Ну, смотрите, дьяволенок вас все-таки может... Тут осторожно, это же не обычный экземпляр. Это красная сущность, которая говорит о страсти, конечно же. Но крылышки-то у него серенькие, мрачные. Тут как воссоединение идет. Здесь что-то с пентаклями связано. И человека приведет, во-первых, страсть к вам, во-вторых, деньги. Не знаю почему, но здесь деньги им движут. Я вижу, что у нас этот экземпляр проигрывается уже не один день. Именно зацикленность на финансовой стороне. Неплохо и нехорошо, но какую-то выгоду он хочет иметь со всего. У кого-то это нехорошо, у кого-то это будет проигрываться как вполне нормально, да, потому что вы королева жезлов для него. Вы королева жезлов для него. А вы должны для себя быть самим солнышком и строить свою стабильность, свою практичность, смотреть у кого там свой бизнес, занимайтесь бизнесом, а то запустили там уже, наверное, все. У кого там дети, дом, пожалуйста, займитесь, откажитесь от этого сейчас, на время. Не нужно туда вкладывать свою энергию, по крайней мере. Отвечайте человеку, не нужно бросаться на него прям со скалкой. Но стройте свою жизнь. Посмотрите внутрь себя и найдите вот это солнышко. Не более, как всегда, по сути. А колесо фортуны будет крутиться в вашу сторону. Вот так вот. Пускай случится эта встреча, пускай встреча пройдет хорошо, мои дорогие. Я буду прощаться. С вами была ваша Юлия. Всего доброго. Пока-пока. Девочки, это, конечно, цирки. Смотрите, вылилось... Парафин вылился из свечки. Тут не видно. Я вам скажу, на что это похоже.
Так, нет, не видно все-таки. Два существа. Одно очень сильно-сильно прижимает два тела, прижимает второго к себе. Вот такая встреча будет. Интересно получилось. Вот голова, ноги, согнутые в коленях, да, друг к дружке так присоединились. А тут, смотрите, компьютерная мышь. Это, конечно, о многом может говорить. В компьютере он вас щелкает, смотрит и думает о вас. Видите как? Вот такое вот было завершение.